О, ни слова больше, я понял. У меня разблокировалась штука мир. Да, бам. Вау. А что происходит? Эй, не трогай! Нападение! Кто-нибудь помогите! Ой-ой, значит так, имя придумывается, непонятные существа заглядывают, поселение строится и неизвестная связь налаживается. Мы поймали непонятный сигнал через новое здание вышка связи. Но что там написано? Как расшифровывается? Предостережение ли это? Давайте узнавать. А так, всем привет, дорогие друзья, Yellow Ложка. Добро пожаловать в мастерская 47. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, Yellow Ложка. Добро пожаловать в мастерская 47, сезон, в котором мы, стратег без имени, черт возьми. Да-да-да, руководим поселением, расчищаем территорию, рубим деревья, строим новые здания, но при этом без рук, без ног и даже без имени. А еще у нас появилось два живых знакомых, некий Ану, у него руки, а также безумный торговец по имени Вахуб. Боже мой, какие мы здесь все странные. Глаз мы теперь называем голосом, а еще есть два персонажа, это некий циклоп 51 уровня и какая-то голова. О ней вообще ничего не известно, она просто появилась и все. Короче, тактика галактика. Я перед этой серией немного посидел, поиграл, покумекал сам с собой, провел аналитику, стратегию, я бы даже сказал бизнес-стратегию, и понял, есть такой ресурс, которого будет хватать буквально никогда. Да-да-да, это те самые эйдосы, которые нужны в прокачке себя, в прокачке зданий, а самое главное, изучении зданий. Допустим, вышка 45 эйдосов, 100, 160. В общем, опять же, до этой серии я взял своих работников и послал добывать эйдосы. 3 работяги сидят здесь. Привет, ребят. Пора работать. Да-да-да, все правильно. Они тут уже 3 добыли, двое только что принесли по 5, у меня уже 23. Другого работника я послал добывать рис, потому что рис мне определенно понадобится. А еще один последний добывает дерево, то есть эфир. Пока что это самая нормальная стратегия, которую я могу выстроить. У меня мало работников, у меня, ну вообще всего мало, если так подумать. Как успехи? Привет, что? Успехи? Да. Ты уже придумал себе имя? О, нет. Прости, я не хотел тебя торопить. Всего лишь поинтересовался. В таком деле спешка ни к чему. Спешка ни к чему. Ну да. Ты обязательно придумаешь себе имя, красивое и звучное, когда придет время. А пока, мне кажется, пришло время дать тебе шанс еще немного вырасти. О, следующий уровень? Нет, это не получится. Но, это тоже нечто очень интересное и важное. Важное. Ну-ка, давай. Сможешь сам догадаться, что нужно делать? Давай, попробуй. Я уверен, у тебя получится. Так. Ну ладно, я уже понял, что ты топишь за самостоятельность, но что значит перейти дальше? Это нечто очень интересное и важное. Дать шанс еще немного вырасти, но не следующий уровень. Так, погоди-ка, может быть где-то здесь? Это что такое? Ты уже знаешь, что это такое. Ты ведь пользуешься этим устройством каждый день. Да, но... как оно называется? Даже не знаю, какой вариант тебе предложить. У этого устройства, как и у меня, нет единственного и постоянного имени. Да, поэтому ты можешь придумать название и ему тоже. Точно так же, как ты придумал имя мне. Понял. Только вот опять придумывать имена это сложно. Да, это нелегко. Подумай, что дает тебе это устройство? Устройство. Для чего ты его используешь?
Ну... Тебе не обязательно отвечать прямо сейчас. Ты можешь подумать и решить потом. Понял. Ну, вообще это вилка. Для меня эта вилка всегда была и, наверное, всегда будет. Давай подумаем. Здесь у меня... О, кстати, слова. Удивительно. Постепенно раскрывается, окей. А рабочий сделан из формиков, да? Угу, да. А формики это кто? Я же тебе уже рассказывал. Но ты, наверное, не помнишь. Да, наверное. Ты еще был очень маленький. Формики — это одушевленный версиформ. Что? Это который разноцветный? Да, это который разноцветный. А что такое тогда версиформ? Это базовая материя. А? Универсальный материал, который может принимать любую форму. Совсем любую? Конечно, в этом вся его суть. Из версиформа появилось все во Вселенной. Вау! Все прям? И я тоже? Конечно, и ты тоже. Так случайно вышло, что версиформ остановился именно на этой форме. И получился ты. Но... я версиформ? Нет, не совсем. Сущность версиформа — это его потенциальная возможность принять любую форму. Если версиформ остановился на какой-то конкретной форме, то он перестает быть версиформом. Да, сложновато я объяснил. Давай проще. Если воду заморозить, получится лед. Но если лед растопить, он снова превратится в воду. Поэтому мы можем сказать, что лед — это все еще вода. А вот тебя обратно в версиформ уже не превратить. Ага. А что такое лед? О, да, и правда. Ты ведь еще не видел льда. Ничего, скоро увидишь. Опять скоро? Да, друг мой, только так. Только скоро. Кто же ты? Почему ты не даешь сразу все? То есть, самое главное, это персонаж, который не скрывает, он очень много рассказывает, причем рассказывает очень подробно. Но из-за того, что я буквально даже не знаю, что такое лед, он как будто боится меня перегрузить. Эй, А? нет, ты здесь ничего не найдешь. Но почему не найду? Потому что это край мира. Мир. Край? Да, там за горами больше ничего нет. Но я хочу посмотреть. Понимаю. Всегда хочется убедиться самому. И ты сможешь это сделать. Только не сейчас. Скоро, не переживай. Но я хочу сейчас. Не получится. Сначала тебе нужно немного подрасти. Не злись. Это у всех так. О, у всех? Да. А где они, эти все? Откуда пришли Ану и безумный торговец? Они пришли не из-за гор. Там их искать смысла нет. А откуда тогда? Из других миров. И где это? Где другие миры? Повсюду, конечно. Они раскиданы по вселенной. О, я хочу посмотреть на мир Ану. Нет, не получится. Пока. Да что такое? Придется подождать и потрудиться. Да ну... Но, возможно, оно еще к тебе зайдет, и тогда ты сможешь расспросить его о его мире. Или в гости заглянет кто-нибудь еще. Угу. Другие существа, по большей части, так же любопытны, как и ты. По крайней мере, пока маленькие. Понял. Это очень интересная информация. Нет, ты на самом деле как информатор
выше всех похвал. 10 из 10. Реально нравится. А, ну и кстати, я в итоге не могу здесь забраться, потому что просто невидимая стена. Блин, ну хорошо. Очень интересно, что же там. Это край мира. Но я хочу посмотреть. Понимаю, всегда хочется убедиться самому. И ты сможешь это сделать. Только не сейчас. Скоро-скоро, не переживай. Ладно. Вот на самом деле, вот это Загорье меня пока что привлекает пипец как сильно. Зато с высоты птичьего полета капец какой мир. Ой. У меня... А, я думал, вылетело. Это кат-сцена. Да, это мой мир. Опа. Вау, как красиво. Я смотрю, ты понял, что я имел в виду? Да? Наверное. Где ты сейчас находишься? На границе. На границе чего? Регионов. Именно. Да, но... Сколько вообще регионов в моем мире? Да, ты задаешь правильные вопросы. Думаю, пришло время тебе посмотреть на широту твоих потенциальных владений. О, давай. Хочу... Да, я хочу посмотреть. Ты знаешь, где это можно сделать. В штуке без имени. Точно. О, ни слова больше, я понял. У меня разблокировалась штука мир. Да! Бам! Вау! Это явно я. Так, тут у меня Эйдос, Версиформ и что вот это серое? Серое это... Ой, что так лагает. Так, ладно, прикольные глич-эффекты. Ну, короче, я не знаю, что такое серое, но я точно знаю, что это Версиформ, а это Эйдосы. Тут мы ничего нажать не можем, но капец, какая огромная территория. Тут какая-то вышка, смотри. Надо будет потом сходить. Здесь какой-то бассейн. Тут, получается, тоже такой же бассейн. Вот здесь как будто бы что-то построено, потому что вот это деревья, я вижу, что это деревья, а тут как будто бы палочки какие-то. А, ну может быть это сожженные деревья. Посередине из-за воды мы явно не сможем побывать. Ну, ладно. Что ты на это скажешь? Как тебе? Это круто. Он огромный. Да, это правда. Твой мир очень большой. Так что тебе не обязательно уходить за его пределы, чтобы делать новые открытия. Открытие. Здесь и так очень много нового и интересного. Что ж, оставляю тебя наедине с формиками. Занимайтесь своими делами. А мне пора. Ага. А как это? Что? Ты умеешь менять день на ночь? А чё ж ты мне просто... Ну, не знаю, всегда день не держишь. По итогу, дамы и господа, мы разблокировали вроде как все вкладки. Игра. Это 2 воли, либо интеллект плюс тело. Думаю, воля это прикольно, потому что ратуша, прокачка, вот это вот все. Давай. Мы отклоняем игры. О, воля 2 уровень, сюда. Так, и погоди, а у меня, наверное, много чего появилось, да? Работяга требуется уровень 7. Ну-ка, а рыбак? Опа, атрибуты 4 тела надо. Да, как будто это интересно. Что дает тело? Прикосновение. О, плюс 2 тела, да. И... 4 уровень, сюда! Ребятки, специализация рыбак. Познание этого навыка позволит рабочим формиксам стать рыбаками. Рыбаки куда эффективнее ловят рыбу и прочие дары глубин. Типа они будут чуть прокачаннее, да? Ну-ка, сразу режим контроля. Хорошо, босс. Иди сюда. Давай-ка сразу режим... Погоди. Смотри, у него просто появляется специализация рыбак. И для нее надо 50 эфира. Я весь эфир потратил! Да ты шо, реально? Так, слушай, ты! Все, хватит добывать рис. Иди тоже помогай. Хотя не, давай вот это дерево, вот это. И я хочу попробовать специализацию рыбак. Перехвачено сообщение. Опа-па. Блин, а я уже, честно говоря, даже позабыл об этих сообщениях. Сейчас сразу проверим. 2 сообщения или что? Это 2 сообщение. Отправитель, непонятно. Получатель, Ория. Погоди, типа я перехватываю чужие сообщения. Йоу.
Время отправления... Ничего не понимаю. Я тоже ничего пока не понимаю, но давай все-таки почитаем. Время отправления сколько-то дней назад. Полнота сообщения 27%. Текст сообщения... привет. Парочек, может быть, что-то в этом духе. Построить перехват... Перехватывать сообщение, может быть, что-то в этом духе. Слушайте, может быть, тут про меня написано, что кто-то типа построил какую-то штуку, которая позволяет перехватывать сообщение. Ну вот это непонятно. Так, ну ладно. Пока мне это точно никак не поможет, поэтому все, что мне остается, это... Что, волчара, привет? Так, погоди. Эй! Что происходит? Эй! Не трогай! Не трогай моих рабочих! Нападение! Не трогай моих рабочих! Пошел вон! Кто-нибудь помогите! Голос! Боже, что ты стоишь? Я понял, что нужно делать! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Мой рабочий, мой формикс, только не это! Режим контроля? Где он? О нет, он умер! Он умер! Формикс! Беги! Ты погляди, что происходит! Охренеть, я думал, просто псина, которую можно приручить. Так, мобилизация! Давай, мочи его! Сюда! Хорошо, хорошо. Так, ладно, мобилизованный ополченец, это прикольно. И вроде бы он один даже справляется. Но мне надо нанять еще одного. Работяга стоит 30 эфира, а у меня нет эфира. Давай уже убей его! Ну же! Сюда! Хорош, Формикс. Так, я, пожалуй, посмотрю, что здесь. А здесь у нас ресурсы с собаки выпали. Ты это... молодец? Ничего не скажешь, да? Голос! На меня совершено покушение! А вот мой Формикс, который здесь рубил дерево, немножко того. Но он успел добыть эфир, вот. А что в таком случае делать-то? А как мне обороняться? Что это было? Это была задница, сынок. Это была лютая задница, которую надо, кстати, прямо сейчас немножечко иду. размобилизовать, наверное. Вернуться к работе. И... я даже не знаю, нападут на меня снова или нет, но я точно Уже понимаю, иду. добывать эфир надо продолжать. Так, а еще рабочий. Все, нанимаем. Блин, прикольно, прикольно. Все будет не так сладко да гладко, как я думал. Эй, доброе утро. Вовсе не доброе. Что-то случилось? Да, случилось. Случилось ужасное. Так. На моих рабочих напал какой-то... не знаю кто. Он страшный. Кто-то напал, говоришь? Да, наслышан о том, что такое может произойти. Ну так, это было очень страшно. Конечно, тебе было страшно. Ты ведь еще совсем маленький. Но ты не переживай. Тебе ничего не угрожает. Это был зверь? Наверное... Он бы не смог тебе никак навредить. Но он навредил формикам. Безусловно, ты переживаешь за них, но не стоит этого делать. Что? Как это не стоит? Формики не совсем живые существа. Видишь ли, они... Что? В смысле? Ну так вот, они очень милые и вполне осознанные, но боли не чувствуют. Когда формик умирает, он всего лишь снова превращается в версиформ. А потом из этого же версиформа может снова появиться формик. Но мне их жалко. Жалко. Понимаю. Мне жаль, что тебе пришлось такое пережить. Но поверь, формики совершенно иначе воспринимают эту ситуацию. Все равно не хочу, чтобы тот страшный нападал. Это не должно случаться часто. Но ты можешь подготовиться. На всякий случай. К тому же,
Неприятно, что по вине того зверя приходится создавать новых рабочих и еще чинить здание. Да, я подготовлюсь. Удачи тебе! Спасибо. Вот ты так к этому относишься. Формики не чувствуют боли. Блин, ну я это не воспринимаю так. В любом случае, мне их жалко, капец. А ну-ка покажите, что мне доступно. Познание. А, точно, казармы! Познание этого навыка позволяет построить казармы. Военный комплекс для найма боевых формиксов. Каждый уровень уменьшает стоимость найма боевых формиксов и увеличивает скорость создания. Так, ладно, делаем. Отлично. Режим контроля и привет. Хорошо, босс. Да, скажи мне, что это, сколько стоит? Стоп, что? Кладбище? Это что-то новое. 10 тысяч эфира, ну пока что это многовато. Так и мне, получается, нужна казарма, 300 риса, 240 эфира, 610 версий формы и 5 эйдосов. Единственное, чего мне не хватает, это эфира. Будет сделано. Да, будет сделано, поэтому иди и добывай. Вот этот накопил уже 96, 97 и 98. Все, иди относи. Сейчас 173 у меня как раз уже есть, и по идее на казарму хватит. Надеюсь, это небольшое здание. Да, я иду. И... это большое здание. Блин, куда мне его впендюрить-то? И давай-ка вот... вот так вот, да. Та-да-да-дам, та-дам! Казарма готова. Величественное здание, благодаря которому начинается первая защита и, возможно, даже будущее нападение. Интересно, как это будет работать. Типа, я сюда должен привести форм... Друг мой, настало время переходить на следующий уровень. О, отлично. Звучит хорошо, это правда. Ты готов отдать 50 эйдосов, чтобы перейти на следующий уровень? Ну да, у меня сколько там? 55, нормально. Давай, я готов. Великолепно! В таком случае я забираю у тебя эйдосы и перевожу тебя на 5-й уровень. Да! Уху! А, сейчас опять что-то упадет, да? А ну-ка! И это... ох, ё-моё, какой-то ромбик, блин. Я не понимаю. Раньше мне правда казалось, что это голова, там, нога. Но теперь это явно ни то, ни другое. Формик, привет. Что? Это что за эмоция у тебя такая была? Интересная. Ну-ка. О, поздравляю! Как всегда, твой прогресс не разочаровывает. Спасибо. А теперь скажи мне, какое счастье ты желаешь сегодня? Так, я хочу нужда, понимание, глаз. О, вот слово понимание, это хорошее слово, да, понимание. Хочу все знать, все понимать. Понимание. Отличный выбор. Покажи мне, что ты будешь делать теперь. Окей. Теперь я буду... понимать? Что мне остается? Во-первых, работягу, который просто стоит, надо послать на работу, это точно. А во-вторых, я понимаю, что у меня эйдосов больше нет. 5 из 60 это мало. Что такое? Опять какая-то катсцена? Реально? Ой. А? Человек? Привет! Я... Привет? Это, слушай, прости, что я вот так вот заявился. Решил просто по мирам попрыгать, пока не найду себе друзей. Пока что без успехов особо. О, ну почему ты пришел сейчас? Что? Прости? Я не... Я же еще не придумал себе имя! Так дело в этом, ты про это. Это совсем не страшно. Потом как-нибудь придумаешь. Это задача ответственная, так что ты не торопись и подумай хорошенько, ага? Ну да, я уже где-то слышал это. Да? К тебе много кто уже заходил, что ли? Нет. Понял. Голос постоянно это говорит. Так ты... Точно. Ты звучал совсем как голос. Но подожди-ка.
Ты его тоже называешь голосом? Ну да, конечно. Я думал, это я его так назвал. Ну, я тоже так назвал. Да. Но, наверное, это очень очевидный вариант. Он же, ну, типа, просто голос. Да, я действительно просто голос. Вы оба пришли к вполне закономерному решению. У тебя уже есть имя? У меня? Да, давно уже. Меня зовут Айтер. Приятно познакомиться. Да, приятно. У тебя и тело есть. Угу, есть. А какого ты уровня? О, я уже 60-го. 60-го? Это сколько мне ждать? Слушай, да ты это, ладно, не переживай. Ты получишь тело раньше. Тем более, поначалу можно очень легко и быстро переходить с уровня на уровень. Легко? Айтер, ты так долго прыгал по мирам, что у тебя уже почти подошел срок. Правда? Перехода на новый уровень? Точно! Вот ж болван-то! Да, Айтер. Что? Слушай, прости, пожалуйста, мне идти надо. Мне нужно обязательно перейти на новый уровень, иначе все мои расчеты коту под хвост. Но я был очень рад наконец найти кого-то, кто захотел просто со мной поболтать. Может, друзьями будем? Первая эмоция! Прикольно. Да, конечно! Это круто! Конечно, да, будем дружить. О, класс! Я очень рад. Ну, ладно, мне действительно пора уходить. Сейчас я все сдам. Да ладно уж, не торопись ты так. Давай, до встречи. До встречи. Вот так. Вот видишь, у тебя появился новый друг. А где Ану? Рано или поздно он появится, наверное. Или ты сам его найдешь. Ты рад, что у тебя появился новый друг? Да, конечно, рад. Он большой и сильный. И ты тоже скоро таким будешь. Я перегоню его. Не сомневаюсь. На этом диалог заканчивается. Погоди, а где Ану? Рано или поздно он появится, наверное. Что это за ответ? В смысле, наверное? Мне действительно пора уходить. Сейчас я все сдам. Он обращался к голосу. Да ладно уж, не торопись ты так. И самое главное, он тоже называет его голосом. Забавно. Айтер был так воодушевлен переходом на новый уровень. И получается, это 61 уровень. Офигеть, я всего лишь 5-й. Да, пока что я так, бомжик. Надо обязательно перейти на новый уровень, иначе все мои расчеты коту под хвост. Пока непонятно. Кстати, Айтер, погоди-ка, хочу кое-что проверить. Новое имя может о чем-то говорить. Так, здесь получатель не Айтер точно, а здесь А-Е-Т-О-Р. Нет, тут еще 2 буквы. Отправитель... Может быть, это типа Анна? Что мы точно можем сейчас подтвердить? Все существа знают про этот некий голос, ну, точнее, про глаз. А еще все существа так сильно тянутся за каким-то уровнем. Ну, то есть, как бы понятно, за каким уровнем, но что это такое на самом деле? И почему за каждый уровень все должны платить тебе эйдосы? То есть, получается, Айтер сейчас платит тебе 600 эйдосов за переход на 61 уровень, да? Я просто заметил, что каждый новый уровень это плюс 10 эйдосов. И что такое эйдосы? Думается мне, что постепенно мы раскроем еще больше ответов и получим еще больше вопросов. Куда без этого? Но на этом в любом случае будем постепенно заканчивать. Мне безумно пока нравится, куда это все идет. Я бы, конечно, хотел понять, что вот это такое. Потому что... ну, непонятно, фигуры. Но ничего, разберемся. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Ребят, ваша поддержка, особенно на начальных этапах сезона, это просто лучший бум мотивации. Так что, если вам не лень, если вам не влом, или вам просто приятно смотреть и наблюдать за этим каналом уже много лет, много месяцев, много, может быть, даже просто недель, пожалуйста, поддержите меня вашим лайком и подпиской. Спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Айтер. Полноценный человек, офигеть. А также 5-й уровень. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.